We finished before that. Okay. So I've been asked, first of all, thank you for inviting me. В первую очередь я хочу поблагодарить вас за то, что вы меня пригласили. I've been asked to speak something on Varnashram Dharma, Меня попросили рассказать о Варнашрама Дхарме, which is something I absolutely know nothing about. о которой я практически вообще ничего не знаю. And then also something about Mayapur. И еще что-то о Майпуре, Варнашрама Дхарма и Майя. In Varnashram in Mayapur. That I know even less about. И о Варнашрама Дхарме в Майпуре я знаю еще меньше. Anyway, we'll give it a shot. Но так или иначе мы попробуем. Of course, traveling with Prabhupada, I heard him speak on numerous occasions about Varnashram. Конечно же, путешествуя со Шрилой Прабхупадой, я не раз слышал, как он рассказывал о Варнашраме. It was interesting how the bigger ISKCON got, the more plans Srila Prabhupada had. Очень интересно, как чем больше ИСККОН разрастался, тем больше росли планы Шрилы Прабхупады. When I first joined in Sydney in 1972, Когда я только присоединился в Сиднее в 1972 году, I remember reading an article in one Back to Godhead magazine. я помню, как я прочел статью в одном из журналов «Обратно к Богу». I think it was written by Karandar Prabhu, Мне кажется, ее написал Карандар Прабху, who was at that time practically the leading devotee in ISKCON. который в то время был практически лидирующим преданным в He ИСККОН. was in charge of LA Temple, which was the Western World headquarters. Он отвечал за храм в Лос-Анджелесе, и в западном мире это была штаб-квартира ИСККОН. He was in charge of the BBT. Он также отвечал за BBT. And he was writing a newsletter that was going out to all the temples every month. Также он писал новостное письмо, которое рассылалось по всем храмам каждый месяц. So in this article that he wrote for Back to Godhead, В этой статье, которую он написал для журнала «Обратно к Богу», шум, some talking, там кто-то разговаривает. and it was interesting Она была очень интересная. because he said that we're not trying to establish a Varnashram system. Он там написал, что мы не пытаемся установить систему Варнашрамы. He said in this day and age, it will be rather fanatical to try and establish a full Varnashram. Он сказал, что в наши дни было бы фанатизмом попытаться в полной мере установить Варнашраму. But if we can just at least create a few genuine brahmanas, that will be sufficient. Но если нам удастся хотя бы создать несколько настоящих истинных браманов, этого будет достаточно. And that was something that I read Prabhupada also say. И я также читал, что Шрила Прабхупада то же самое говорил. Yeah, that at least if we can get a few brahmanas, we're not worrying about the rest. Он говорил, что если хотя бы несколько браманов у нас будет, то нам не стоит беспокоиться об остальном. But then ISKCON was on a very rapid growth cycle. Но ИСККОН очень сильно развивается. And by 1974, I think probably there were about 60 or 70 temples around the world. И к 1974 году во всем мире появилось уже 60 или 70 храмов. And Prabhupada could see the potential to actually start reorganizing human society along the lines of Varnashram Dharma. И Шрила Прабхупада увидел потенциал действительно попробовать реорганизовать общество в соответствии с Варнашрамой Дharмой. So then he started talking about having farming communities where we could live peacefully, self-sufficiently. И он тогда начал говорить о фермерских хозяйствах, в которых мы могли бы жить мирно, умиротворенно и самодостаточно. And where we could demonstrate the principles of Varnashram.
где мы могли бы продемонстрировать принципы Варнашрамы. I think there was even a series of morning walks recorded here in Mayapur. И мне кажется, было даже несколько утренних прогулок, записанных здесь, в Майяпуре, Where Prabhupada started to quite energetically emphasize Varnashram as a proper, valid alternative to modern culture. где Шрила Прабхупада очень энергично рассказывал о Варнашраме как о достойной альтернативе современного общества. And I think there was a small booklet that was produced from those morning walks, which got distributed around the temples. И мне кажется, впоследствии из этих прогулок создали небольшой буклет, книжечку на эту тему, и ее распространили дальше по храмам. So, I guess from about 74 onwards, devotees in different countries started to look for farming land, you know, where they could try and establish some kind of Varnashram. И после 1974 года преданные по всему миру стали искать земли, места, где они могли бы основать фермерские хозяйства и попытаться применить принципы Варнашрамы. And there was some idea that every city temple should have some kind of a farming community nearby, whereby they could get milk and grains and, you know, at least trying to achieve some food self-sufficiency. И также появилась идея о том, что каждый храм, который находится в большом городе или в городе, должен иметь также какую-то общину за городом, из которой бы поставлялось зерно, молоко, по крайней мере, чтобы быть самодостаточным в вопросах еды. So, like in America, they got the Gitanagari farm, they got Murari Sevak. They had one down in New Orleans, so there were farming communities popping up everywhere. И в Америке стали появляться разные фермы, например, Гитанагари, еще какие-то разные стали там появляться в Новом Орлеане и так далее. When I went back to Australia in 1977, after leaving Prabhupada's personal service, one of the aims that we had was to have a farming community nearby all the major cities, Sydney, Brisbane, Melbourne, Perth, like that. Когда я после оставления личного служения Шрилы Прабхупаде в 1977 году вернулся в Австралию, одной из наших задач было организовать фермы поблизости каждого большого города, Сиднея, Мельбурна, Перт и так далее. And we got those farms on the basis of the enthusiasm that Prabhupada was showing for developing self-sufficient communities. И все это мы приобретали, основываясь на энтузиазме, проявленном Шрилой Прабхупадой к таким самодостаточным фермам. There's a very well-known talk or conversation that Prabhupada had right here in Mayapur. Есть очень известная беседа Шрилы Прабхупады, записанная здесь, в Майяпуре. February the 14th, 1977. 14 февраля 1977 года. And a few of us was sitting on the balcony of the Lotus building with Prabhupada. Несколько из нас сидели со Шрилой Прабхупадой на веранде, на балконе здания Лотос. And he really started stressing develop Varnashram. И тогда он очень сильно начал подчеркивать важность развития Варнашрамы. Yeah, and later in the year, he made a comment that only 50% of my work is done because we still have not yet established Varnashram. И позже он стал говорить, что я только выполнил 50% своей работы, потому что Варнашрама до сих пор не установлена. Yeah, so there was quite a bit of enthusiasm about that. И появился достаточно большой энтузиазм на эту тему. Yeah, and well, we did buy a few farms. И мы действительно купили несколько ферм. Like I was in the South Seas, so we got a farm up on the what they call the Gold Coast, New Govardhan. That was the first place we got.
Первую ферму, которую мы купили, назвали Новый Говардхан. And we got one in New Zealand. Еще одну в Новой Зеландии, We bought another one near Melbourne. еще одну в Мельбурне. So like that. But somehow or another, most of them have not worked out, at least, as far as Varnashrama is concerned. Но так или иначе, как-то так случилось, что большинство из них не стали такими представительствами Варнашрамы, по крайней мере, Варнашрамой. They became kind of what we call a hobby farm. Они стали так называемыми хобби-фермами. You know what a hobby is? Вы знаете, что такое хобби? Yeah, hobby means it's something that you like to do, kind of like a pet project, but it's not your main business. Your main business is going out and collecting, earning money, and then what little time you have left, you spend it on some hobby. Хобби – это какая-то деятельность, которая нам нравится, но это не наше основное занятие. У нас есть определенная работа, деятельность, благодаря которой мы получаем деньги, а в свободное время мы занимаемся хобби, как любимым просто делом каким-то. And we also discovered that these farms actually were like money holes. The more money you pour into them, the more you have to put into them. Very expensive to create. Мы также обнаружили, что такие общины или фермы, они высасывают очень много денег. Чем больше денег в них вкладываешь, тем больше требуется. Something like a black hole. Как черная дыра. Just throw money in and more. Бросаешь туда деньги, и больше нужно. And one of the other problems was that we really didn't have any farming or devotees that were inclined to do farming. Другая проблема, с которой мы столкнулись, у нас не было преданных, которые знали, что такое фермерство, что такое земледелие, и знали и хотели этим заниматься. After an initial burst of enthusiasm to become self-sufficient, within a few years, most devotees were working in regular jobs or doing business and then just coming back and sleeping on the farm. После первой волны энтузиазма, несколько лет, все преданные, которые загорелись этими проектами, просто стали работать в других местах, заниматься своим бизнесом и возвращаться на ферму только чтобы поспать. I might be simplifying things a little bit, but not too much. Я, конечно, немножко упрощаю, но не так уж и сильно упрощаю. Yeah, even now, 40 years nearly since Prabhupada, we had that conversation. We still don't have any self-sufficient farming communities. И даже сегодня, уже спустя практически 40 лет после того разговора, у нас до сих пор нет таких независимых самодостаточных общин. Maybe in Hungary they have that one farming community. They say is 80% self-sufficient as far as food is concerned. Может быть, община в Венгрии, они говорят, что на 80%, по крайней мере, в аспекте пищи, еды, они самодостаточны. But I don't know of too many other farming communities that are actually living according to self-sufficient principles. Но мне неизвестно много фермерских хозяйств, общин, где бы жили полностью на принципах независимых самодостаточности. Instead of being dependent on the cows and the land, we're still dependent on, the businesses that are conducted in the big cities, etc. Вместо того, чтобы полагаться на коров и землю, мы все еще полагаемся и зависим от бизнеса, от работы в больших городах. So it's worth looking at what Prabhupada meant, first of all, by being self-sufficient. И стоит обратить внимание на то, что именно Шрила Прабхупада имел в виду, когда он говорил самодостаточный. We were on the train from Bhubaneswar back to Calcutta in February of 1977. В феврале 1977 года мы ехали в поезде из Бхуванешвара в Калькутту. And Prabhupada was preaching a little bit about self-sufficiency.
И Шрила Прабхупада немножко рассказывал, проповедовал о самодостаточности. So he told us you need to grow your own food, Он говорил нам, что вы должны сами выращивать свою еду, make your own clothing, изготавливать свою одежду, build your own houses, строить свои дома and grow your own medicine. и выращивать также все необходимое для своих лекарств. He said if you can do that, live simply, high thinking, simple living, he said then you can have a proper Varnashram system. Он говорил, что если вы сможете все это делать, а также жить просто и мыслить возвышенно, то вы сможете построить систему Варнашрамы. But the bottom line of self-sufficiency, of course, is food. Но главное в этом вопросе, конечно же, пища. And somewhere to live. И где жить? Yeah, as Prabhupada said. And medicine. Как говорил Шрила Прабхупад, также лекарства. So in other words, you create your own localized economy. Другими словами, необходимо создать свою локализованную экономику. Everything runs on money. Все движется на деньгах. Yeah, or at least it runs on produce. И на продукции, на производительности. In 1976, we were in Melbourne. В 1976 году мы были в Мельбурне. Prabhupada was receiving, and he had a discussion with a government minister. И в Шрила Прабхупады была беседа с министром правительства. And I remember sometime during the course of that conversation, И я помню, что в какой-то момент во время этой беседы Prabhupada told him, if you want to have a good citizens and a good atmosphere, then he said the first thing is you have to have a good economy. И Шрила Прабхупада сказал этому министру, что если вы хотите, чтобы у вас были хорошие граждане и хорошая атмосфера, в первую очередь вам нужна хорошая экономика. Yeah, he was telling him, you have so much land here in Australia, and I've seen in so many other places. Он говорил ему, я вижу, что у вас очень большая земля здесь, в Австралии, и также в других местах я вижу. Where there's so much vacant land. Столько свободной земли. Yeah, so you should give people the land, let them live self-sufficiently from what they can get from the land. И вам нужно давать эту землю людям, чтобы они могли жить самостоятельно, получая все, что они могут взять из этой земли. So I particularly noted that Prabhupada, the first item that Prabhupada said you needed for self-sufficient communities is an economy. И я обратила внимание на то, что первое, что Шрила Прабхупада назвал в этом списке, это была экономика. No economy, no stable society. Нет экономики, нет стабильного общества. But the economy that Prabhupada was talking about was different from, the industrial complex economy. Но экономика, о которой говорил Шрила Прабхупада, это не та индустриальная промышленная экономика. Yeah. Where everybody leaves the land, they go packed up living in cities, and everything is done by machinery or technology, and the physical labor practically nothing. При которой все люди уезжают с земли в города, работают только машины, и практически нет живого ручного труда. People living in horrible conditions just to get a few printed paper notes, which are meant to exchange, for the goods that they need to live on. И людям приходится жить в ужасных условиях, трудиться и работать просто ради нескольких напечатанных на бумаге банкнот, которые они дальше обменивают на продукты, которые им нужны. And even the
idea of, farming nowadays is completely different from what it was before industrialization. И даже сама идея фермерства сегодня полностью отличается от той, которая имела место быть до индустриализации. Just like at the end of 1975, Prabhupada went for 1 week to Gujarat. В 1975 году, в конце года, Шрила Прабхупада на 1 неделю ездил в Гуджарат. And we were staying in some small town, about 20,000 people. Мы остановились в небольшом городке, в котором жило около 20 тысяч людей. In the morning, when the sun came up, Prabhupada was taking his daily morning walk through the fields surrounding the village. По утрам, когда всходило солнце, Шрила Прабхупада прогуливался по полям, которые окружали эту деревню. And he asked, what are they growing here? И он расспрашивал, а что здесь выращивают? So the whole place was growing tobacco. И все поля были засеянными табаком. Yeah, cash economy, or cash crops, they call them. Это называется наличный урожай. Prabhupada said that, and he was preaching to the villagers also, this is one of the problems. Шрила Прабхупада объяснял им и проповедовал также деревенским жителям, что это одна из проблем. You grow some so-called cash crop. Выращивать, так сказать, наличные, It gets sent to some place far away. которые потом отправляются куда-то очень далеко. Yeah, it's sold on to someone else. Кому-то продается. You have no power to control how much you earn from your crop. При этом у вас нет никакой возможности проконтролировать, сколько вы получаете за свой урожай. Depending on the vagaries of the, economic markets. Вы полностью зависите от скачков рынка. So you grow a crop, you send it, it's sold by somebody that you don't know. You're not sure exactly how much you're going to get for your crop until it's actually sold. Таким образом, получается, вы выращиваете урожай, потом отдаете его кому-то, кто его где-то в другом месте продает. Вы не знаете, за какую цену, и не знаете, сколько вы получите, в конце концов, пока только уже этот урожай не продастся. People are manipulating, markets to get artificially high prices or low prices, depending on the stock market. На этом рынке много манипуляций, искусственное возвышение цен или понижение цен ради собственной выгоды. And then whatever money that is earned by the farmer, he spends on getting food. И деньги, которые фермер получает за все это, он тратит на еду. And building himself a house. И чтобы построить себе дом. In other words, the things that he could have got by just working his own land, instead he's growing the crop, sending it away, getting some money, and then using the money to buy the same things that he could grow on the land right in his own place. Другими словами, вместо того, чтобы самому вырастить эту пищу, которая ему нужна, которую он в будущем покупает, он что-то другое выращивает, отправляет это куда-то в дальние земли, чтобы там это все продалось неизвестно кем и вернулось ему в форме денег, чтобы потом купить ту же самую еду, которую он мог вырастить сам на своем участке. So the whole system is artificially manipulated to the benefit of a few. Таким образом, ради выгоды нескольких людей, верхушки, вся система находится под манипулируется этими людьми. Now you have they control tens of thousands of acres of land, and they grow, certain kinds of crops which they can sell on and make money from. И все это контролируется, и десятки тысяч земель засеиваются определенным урожаем, который выгодно этим нескольким людям, и все это находится под таким контролем. So self-sufficiency does not mean, the kind of economy that we have in the industrial society.
Таким образом, самодостаточная экономика – это не та экономика, которая присутствует в индустриализированном обществе. Varnashram economy is quite different. Экономика Варнашрамы сильно отличается от этого. Yeah. Modern economy is based on how to control material nature and exploit it. Современная экономика основывается на том, как контролировать материальную энергию, как ее эксплуатировать. Cash crops. То есть урожай в форме наличных. You go to some place like Fiji, the only thing that they grow is sugarcane. Например, на Фиджи единственное, что выращивается, это тростник, сахарный тростник. Yeah, so many places in Australia also they do the same thing. То же самое во многих местах в Австралии. So that's an artificial economy. Это искусственная экономика. And the farmer is simply trying to exploit the land to drag out, every last drop of goodness so that he can get money. И фермеры эксплуатируют землю, выжимая из нее последние капли, что просто ради денег. And practically speaking, the individuals don't count. И индивидуальные интересы не учитываются. Yeah, they bring in huge machines to do all what was formerly manual labor. Все ту работу, которую раньше выполняли руками, сейчас делают машины. Yeah, and then the farmers, along with everybody else, they get a little money, they buy themselves, a house and a car, and then they have a TV set. And we've seen it. Фермеры, как и все остальные, получают какие-то небольшие средства, на которые они покупают дом, машину и телевизор. So everybody's living this kind of artificial system. И все живут в такой искусственной системе. Yeah. So what Prabhupada meant by economy in terms of Varnashram is quite different. И то, что имел в виду Шрила Прабхупада, когда говорил о экономике Варнашрамы, сильно отличается от этого. Yeah, self-sufficiency, it means depending on the land, depending on cows and bulls, and depending on the rainfall, these kinds, that kind of dependency. Самодостаточность – это означает зависимость от коровы, от быка, от земли, от дождя. Not trying to conquer material nature, but to live within the natural cycles that nature produces. Это попытка не завоевать природу, а жить в мире, в естественном цикле природном. Yeah, over the course of the different seasons of the year, different crops can be grown or not grown. В соответствии с разными сезонами могут выращиваться определенные урожаи или наоборот, в какие-то сезоны урожай не выращивается. And everybody becomes self-satisfied, they become happy. И все становятся удовлетворены в себе и счастливы. Yeah, because at least in Bhagavad Gita we find that verse that Krishna says that when the proper yajna is done, then the rains come. From the rain, then your crops grow. And whatever you need for living, it's all there, on the land. Кришна в Бхагавад-гите говорит, что когда совершается ягья правильно, то выпадают дожди. Благодаря дождям мы получаем урожай, и из этого мы все остальное получаем. Material nature is considered as like a mother. Материальная природа считается матерью, And Krishna is the father. а Кришна отцом. Yeah, and by this arrangement of mother and father, the children are supported. И благодаря устройству матери и отца все дети имеют поддержку. Yeah, within a yearly cycle, then everything that you need is possible to get very easily. И в течение года, цикла годичного, все, что необходимо, можно очень легко получить. And then it regenerates. И да, это все повторяется, регенерируется. Yeah, this is recycling. Это как процесс, который повторяется. We talk about recycling.
Переработка, как переработка. But nowadays, recycling means what to do with all the plastic and all the garbage and so many other things that have been created by industrial endeavor. В наше время, когда мы говорим о переработке, мы пытаемся решить вопросы, как переработать весь пластик и мусор, который производится промышленностью. The real recycling is already going on. Но настоящая переработка уже и так сама по себе происходит. Material nature automatically recycles everything. Материальная энергия автоматически все перерабатывает. Yeah. And if you learn how to live within that cycle of, growth and sustenance, everything becomes very easy. И если мы научимся жить в рамках этого цикла роста, поддержания и так далее, то все становится естественным и простым. So material nature is not seen as something to be exploited. Итак, материальная энергия предназначена не для того, чтобы ее эксплуатировать. But it's seen to be something which you are dependent upon. Мы должны зависеть от материальной энергии. Yeah, and which is going on according to a higher principle of living. И она помогает нам жить по более высоким принципам. As soon as you say there's no God, Как только говоришь «нет Бога», then the mentality comes that we're in competition with nature. то сразу же возникает понимание, что мы соревнуемся с природой. Material nature is just something dull, with no consciousness, with no purpose other than what we want to, manufacture from it. Материальная энергия — это нечто тупое, нечто бессознательное, которое не имеет никакой цели, кроме того, чтобы мы из нее что-то выжимали, получали. There's no sense that we're part of a living system. Нет понимания, что мы являемся частью живой системы. And that in charge of that system there is a supreme living being. За которую отвечает высшее живое существо. Yeah. So then everything becomes in competition with each other. И тогда возникает соревнование друг с другом. We're in competition with nature, we're in competition with other human beings or other living beings in some different species. Конкуренция между собой, между людьми, с животными, с природой и так далее. So the end result, as we're seeing, is that everything becomes topsy-turvy. И как мы видим, в результате все переворачивается с ног на голову. Yeah, I was just talking yesterday with Hari prabhu. Буквально вчера я говорил с Хари прабху. Now, in the oceans are vast. Океаны очень громадные. But they found now huge islands made of trash. Но сейчас Mainly plastic bags. в них обнаружили огромные острова мусора. В большей степени состоят эти острова из пластика. And some of these floating rubbish islands, they're like 5 miles wide. И некоторые из этих плавающих, перемещающихся мусорных островов достигают 5 миль в длину. And there's not just one of them, there's some hundreds of them all over the Pacific Ocean, the Atlantic Ocean. It's just becoming a big garbage tip. И это не единичный случай. Таких островов по всему океану буквально сотни, и в Тихом океане, в Атлантическом. Это просто теперь как мусорная дыра. And even if, you drag the plastic, even if it breaks down from being in the water for a long time. И даже если этот пластик как-то разложится за долгое время, it breaks down into these what they call micro bubbles. Он превращается в такие микропузырьки. And then all the fish that are drinking that water, their whole bodies are being, repositories for plastic. И которые потом съедаются рыбой. И тела рыб превращаются в такие хранилища этого пластика. And on the land, of course, also just massive rubbish tips everywhere. Every city has one.
И на земле, конечно же, также огромные кучи, огромные свалки мусора в каждом городе. And the plastic waste is permeating all the land. И пластиковый мусор проник во всю землю. Even the rain. И даже в дождь. Now, in Europe, they used to have what they called acid rain. В Европе бывают такие дожди, которые называются кислотные, And all the forests were dying из-за которых умирает лес. because they were building factories and pumping all this chemical, waste up into the atmosphere, and then it's mixing with other chemicals and becoming, completely destructive. Потому что когда они строили фабрики и заводы, все химические отбросы выбрасывались в воздух, дальше эти химикаты смешивались с другими элементами, и в результате это превращалось в ядовитый дождь. Who's from Ukraine here? А кто здесь из Украины? Just one, Один человек? two, three, Двое? maybe. Трое? Anyway, everybody knows. I saw a documentary on Chernobyl. Он? Chernobyl. Чернобыль. А я видел документальный фильм о Чернобыле. Yeah, completely devastated hundreds and thousands of miles of the atmosphere by this nuclear explosion that took place there. Сотни тысяч миль, километров полностью разрушенной, уничтоженной земли из-за этого взрыва. So many thousands of people died from the radiation effects. И сотни тысяч людей погибли от радиации. And even now the whole area is, cordoned off. Nobody's allowed to go and live there because of the radiation spill, then it's killing everything. И до сих пор радиация настолько сильна, она убивает буквально все, поэтому эта территория ограждена, туда нет прохода. And the same in Japan. И говорят, что в Японии Just a couple of years ago there was this tsunami буквально пару лет назад был цунами, and it swamped a nuclear power station которое смыло атомную станцию, and that exploded. и она взорвалась. And now they're finding, the effects of radiation, not just around Japan, but across the entire ocean. It started affecting, the coastlines of America in various places. И последствия этого, радиация так сильно распространилась впоследствии не только на Японию, но также через весь океан на побережье Соединенной Америки. And all for what? Из-за чего все? To get some electricity so you can live nice lives artificially with your cars, your TVs, your homes. Только для того, чтобы получить электричество, чтобы жить комфортной и удобной жизнью, иметь телевизоры, машины и прочее. So it's not self-sufficiency, it's self-destructive. Это не самодостаточность, это самоуничтожение. Yeah. So Prabhupada's idea was to get people to follow a natural way of life. Итак, идея Шрилы Прабхупады была в том, чтобы помочь людям вести естественный образ жизни. Yeah, this economy based on dependency on the land and dependency on the higher living beings, the various demigods, and ultimately the Supreme Lord. Это экономика, основанная на зависимости от земли, от высших живых существ, полубогов и в конечном счете Верховного Господа. Yeah. Material nature can supply whatever unlimited numbers of beings there are. Материальная природа может обеспечить бесконечное число живых существ всем необходимым. Yeah. They say there's about 6 billion human beings on this planet. Говорят, что на этой планете сейчас 6 миллиардов людей примерно. Yeah, but in the Krishna book, we find just like the dynasty of Maharaj Ugrasena. Но в Кришна-бук говорится, рассказывается о династии Махараджи Уграсены. There were so many human beings, members of the dynasty. Эта династия была очень большая, там было очень много людей. And they had so many teachers.
to educate the children. И нужно было очень много учителей, чтобы они обучали детей. Something like 30 billion teachers. И этих учителей было примерно 30 миллиардов. It sounds fantastic. Это кажется невероятным. How can there be so many people on the Как planet? может быть на этой планете столько людей? Yeah, but actually the planet's quite capable of sustaining tens of billions more. Но на самом деле планета способна поддерживать десятки миллиардов людей и больше. Yeah, but because of mismanagement, greed, selfish interest, material nature is gradually reducing what she supplies. Но из-за неправильного управления, из-за жадности, из-за эгоизма материальная энергия сжимается и не может дать то, что могла бы. Everybody's crying. И все плачут в результате. But there is an answer that's very simple. Но ответ очень прост. Yeah, that in each age there's a set yajna that has to be performed in order to enable human beings to reach their maximum potential. Для каждого века есть специальная ягья, которая помогает достичь максимальных возможностей в этот век. Yeah, the maximum potential of human life is to get out of the cycle of repeated birth and death and go back to Godhead. Высшая цель или высший потенциал человеческой жизни — освободиться из цикла рождения и смерти и вернуться обратно к Богу. And Mother Nature, on the instruction of the Supreme Lord, И природа-мать по наставлению Верховного Господа produces the necessities that we need in order to live proper human life. производит все, что необходимо для того, чтобы жить нормальной, естественной человеческой жизнью. Yeah. So just like we can see, well, you used to be able to see when I first started coming to India, most farmers were still plowing with the bulls and the cows. И раньше, когда я только приезжал в Индию, мы видели, что большинство фермеров использовали быков и коров для того, чтобы вспахивать свои поля. Nowadays, everything is tractors. А сейчас все делают тракторы, Yeah, because they're after profit. потому что они стремятся к выгоде, к деньгам. And they don't care what they do to the land. И им нет дела до того, что будет с землей. Yeah. India is one of the worst culprits in the world for spraying poison on the crops that they produce. В Индии Индия одна из передовых стран по рассеиванию яда на урожай, на производимый урожай. Yeah, all those nice cucumbers, tomatoes, and other produce that they put out on the market. Все эти прекрасные огурчики и помидорчики, которые продаются на рынке, They're all poison. все полны яда. They have poison sprayed on them to keep the insects away so that the crops won't be half eaten by the insects. Их опрыскивают ядом, чтобы урожай не был съеден насекомыми. And with the fruit or vegetables that they get, now they inject them with chemicals so that they'll stay looking very nice and fresh for many days. Кроме того, уже в плоды, фрукты, овощи вводят определенные инъекции для того, чтобы они сохраняли свой вид и красоту, долго на полках лежали. Those nice yellow bananas that you see in the market. Вот эти красивые желтые бананы, которые мы видим на рынке, They don't grow yellow. они не вырастают желтыми. Yeah. What they do is that when they're getting near to being ripe, Они делают следующее, когда они уже приближаются к своей зрелости, then they take the bunches of bananas, they have a bucket full of deadly poison. они срывают эти связки бананов, затем у них есть такие ведра с чистым ядом. They dip the bananas in the poison, they turn yellow. Они опускают эти бананы в яд, и они становятся желтыми. Oh, then when they put them on the market, oh, a nice yellow banana, this is fresh. И когда мы видим их на рынке, на магазине, такие красивые, свежие, желтые бананы.
There's so many examples. Таких примеров очень много. Yeah, but the problem is, the root core of the problem is that human beings nowadays have been brainwashed to be atheistic. Но корень всех проблем заключается в том, что сейчас всех людей учат быть атеистами, There's no God in control. что Бог не контролирует ничего. Material nature is just dull matter. Материальная природа — это просто тупая, We're the higher conscious living beings, human beings, а мы высшие создания, and we can exploit material nature to the maximum. высшие существа, и можем материальную энергию по максимуму эксплуатировать. Yeah. So, Bhagavad Gita, of course, gives a completely different analysis. И Бхагавад-гита, конечно же, дает совершенно иной анализ. Taram Jagnatapasam Savalokam Maheshwaram Suridam Sarvabhutanam Juna Tistati. Krishna says very clearly what the real position is of material nature and who he is. Кришна очень ясно в этом стихе объясняет, что такое материальная энергия и кто такой Он. Yeah, material nature is Krishna's nature. Материальная природа — это природа Кришны. Yeah, as he says, he's in the Loka Maheshwaram. He is the in charge of all the planets. Как он и говорит, он Лока Махешварам, означает, что он руководит всеми планетами. The whole material world works under his direction. Весь материальный мир действует под его началом. Yeah, he's the supreme conscious living being. Он высшее живое существо, сознающее живое существо. And he responds to the consciousness of those who are dependent on the land that he naturally owns and controls. И он отвечает на сознание тех, кто живет на этой земле и которую он контролирует. Instead of trying to exploit something which is not ours, И вместо того, чтобы пытаться эксплуатировать то, что нам не принадлежит, by the process of yajna, we can interface between Mother Nature, on which we depend for all our physical needs, посредством яги мы можем общаться с матерью природы, получая все то, что нам необходимо для поддержания физического тела, and please Krishna and his agents. и удовлетворять Кришну и его посредников. And by doing that yajna, Krishna becomes pleased. He provides the rainfall. He provides, the seeds. He provides the fruit. Everything is all under Krishna's jurisdiction. И когда мы выполняем ягью и удовлетворяем тем самым Кришну, то Кришна дает и дождь, Кришна дает и семена, Кришна дает все, что нам необходимо. So there's a natural, what they call that, symbiosis, where human beings and material nature interface together. И есть такое, что называется естественный симбиоз, когда человек взаимодействует с природой. Under the direction of the supreme living being. Под руководством высшего живого существа. Yeah. So, cow and the bull. Корова и бык. They're the interface, the instrument, not instrument exactly, they're living beings, but they are the interface between human beings and the Supreme. Корова и бык являются связующим звеном между человеком и Господом. Yeah, by engaging the cows and the bulls in working the land. Занимая корову и быка на земле, yeah, you can grow all the crops and other necessities of life, for clothing and housing. Можно выращивать все необходимое для жизни, для питания, для всего. Whatever the cows and the bulls eat, they pass out as waste. That goes into the land, nourishes the land as fertilizer, and everything grows again the next year. Все, что съедают коровы и быки, они дальше мы получаем в форме навоза, который можно использовать для того, чтобы подпитывать
землю и дальше выращивать на ней в следующем году новые урожаи. And cows produce milk, Коровы производят молоко, which has all the necessary vitamins and minerals to have a healthy, strong physical existence. и, в котором содержатся все необходимые минералы, витамины для сильного физического тела. Not only that, they also recycle, if you like, И кроме того, они тоже перерабатывают or regenerate. или регенерируют. It costs you nothing. И это нам ничего не стоит. I used to go and preach in Indonesia quite a bit Я достаточно часто ездил в Индонезию проповедовать in the early 80s, в начале 80-х. and I read a government report И я прочитал заключение правительственное about how to develop the farming in Indonesia. о том, как развивать фермерство в Индонезии. And it's a small place, they have a big population. Это маленькая страна, но население очень большое. So the question was asked, which is the best way, to grow food, sufficient food and things like that. И возник вопрос, каков лучший способ выращивать необходимую еду и пищу для людей. So they did a study comparing the system, the traditional system of using the cows and the bulls for doing the crop growing. И они провели исследования, сравнивая традиционную систему выращивания урожая с помощью коровы и быка As opposed to bringing in tractors. и сравнивая традиционную систему с современной, с использованием трактора. Yeah, which is the better system for farming. И чтобы узнать, какая система лучше для фермерства. So the government, whoever wrote the paper, the conclusion was that it's better to stick with the cows and the bulls. И вывод был, что с коровами и быками намного лучше. Because the waste that they produce is fertilizer for growing crops. Поскольку и их отходы благоприятные для урожая, они используются как удобрения. They reproduce very easily. Они легко размножаются. One bull, so many cows. You get the next year, so many calves. Один всего лишь бык, много коров, и на следующий год у вас уже много телят. It doesn't cost anything. И это ничего не стоит. But rather that generation after generation, more cows and bulls will come. Но буквально поколение за поколением будет больше и больше коров и быков. Yeah. And also so many men will be employed, fully employed by using the cows and the bulls and not tractors. И если использовать не тракторы, а коров и быков, то множество людей будут заняты работой с ними. Yeah. Whereas the tractor, right from the beginning, it's polluting the atmosphere by burning fossil fuels, diesel. А трактор, начнем с того, что он загрязняет окружающую среду, сжигая дизель или бензин. When the tractors go over the earth, it compacts, makes it very hard, the surface of the land. Когда трактор едет по земле, он ее прессует, и она становится очень твердой. And then after 3 or 4 years, the tractors all break down, they become useless, you have to buy a new one. Буквально через 3-4 года тракторы ломаются, становятся бесполезными, нужно покупать новые. So many comparisons were made, and every time the cow and the bull came out as being the best method for everything. Таким образом, провелось многогранное сравнение, и в каждом из этих видов корова и бык выглядели намного более выгодными, благоприятными. I don't know whether they actually implemented that advice, but it was good. Я не знаю, в конце концов, применили ли они это послание, этот совет, но сам по себе он был очень хорошим. So the cows and the bulls provide a natural interface between human beings and the land.
Таким образом, корова и бык – это естественное связующее звено между человеком и землей. All the heavy work, the bull will gladly take it up. Бык с большим удовольствием будет делать всю самую тяжкую работу. Yeah, and the cows naturally produce more milk than the calves need. А коровы, естественно, производят больше молока, чем требуется телятам. So that goes for human development. И это используется для человека. Yeah. So this is the essential economy of a Varnashram system. И вот такова важная экономика системы Варнашрамы. Dependency on the cows and bulls, Зависимость от коровы и быка, which provide interface between human beings and the land. которые создают связь между человеком и землей. Dependency on the land itself, because rain has to come to make the crops grow. Зависимость от самой земли, когда должны выпадать осадки, дожди, чтобы расти урожай. And ultimately dependency on the Supreme. И в конечном счете зависимость от Всевышнего. Yeah. So if you've got those things, then you can have a Varnashram system. И если вот эти все пункты соблюдены, то можно иметь Варнашрама. Yeah. But all this industrialization has created so many problems, and it's just destroying everything. It's doing exactly the opposite. Although it looks like we've got what they call a healthy economy, it's built on rubbish. Но индустриализация, индустриальное общество – это полная противоположность всем этим принципам. И хотя выглядит эта экономика как успешная, здоровая, на самом деле она основывается на отбросах, на мусоре. We live in a consumer society. Мы живем в обществе потребителей. Consume. Потреблять. Yeah, it means everybody has to go out and buy things, yeah, as consumers. Это означает, что все, будучи потребителями, должны выходить и что-то покупать. And you have to keep up the supply. И нужно постоянно обеспечивать поставку для того, чтобы... You have to not only keep up the things that are already there, but you have to invent new things so that people's interests will remain, on how to get money and buy all these new goods that come out, iPhones, iPads, whatever it is. И кроме того, чтобы обеспечивать постоянную поставку продуктов и товаров, которые уже есть, необходимо все время что-то новое создавать для того, чтобы стимулировать людей, зарабатывать деньги, покупать, тратить. Все время создаются новые айфоны, айпады и так далее. So as long as we're part of that consumer society, и пока мы остаемся частью этого потребительского общества, an economy that's based on consumerism, на экономике, которая основывается на потребительстве, yeah, ultimately it must collapse. В конечном счете все это развалится. Because consumerism means more and more and more. Потому что потребительство означает больше, больше, больше. Yeah. But there's only a limited amount that the planet's going to supply. Но планета будет обеспечивать только до определенного уровня. Yeah, already they're seeing the weather patterns are also beginning to change. Уже видно, замечено, что погодные тенденции меняются. They'll give so many scientific explanations about, how the winds over here affect the rainfall over here, etc. Дается очень много научных объяснений о том, что ветер в такой-то местности влияет на выпадение осадков в другой местности и так далее. And they actually have airplanes constantly flying in the sky, sprinkling or spraying out certain kinds of chemicals. В наше время много самолетов летают в воздухе, распрыскивая некие химикаты. Sometimes you can see, you look up in the sky, there's an aeroplane and long white trails of smoky substance coming out from the back of the aeroplane. Иногда можно увидеть, посмотрев в небо, что летит самолет, и за ним остается шлейф такого чего-то, что выпрыскивается. They're called chemtrails. The airplanes or No, the
the smoke that comes И out. этот дым, The который... smoke. Не дым, It's called chemtrails. вот то, что выпрыскивается, называют chemtrails. Yeah, chemical clouds, which they Химические. spray out everywhere, so they can manipulate the land. They can kill off the the insects that they don't want, and in this way, they're trying to manipulate material nature. Это эти облака выпрыскиваемые, это облака химических веществ, которые предназначены для того, чтобы манипулировать природой, заставляя Землю действовать тем или иным образом, убивая насекомых, которые нам не нужны и прочее, прочее. So in this way, material nature is seen as an enemy. Таким образом, материальная природа рассматривается как враг, It has to be controlled and manipulated. которого нужно контролировать и манипулировать. Yeah, and in exchange, we give you a nice, a TV set or a computer or whatever. People are happy. В результате чего люди получают хорошие телевизоры или что-то подобное и чувствуют себя счастливыми. So consumer society, Это потребительское общество. yeah, it's destroying the quality of life of those on the planet. Разрушающее качество жизни людей и всех жителей планеты. And it's the main cause of all the problems that we have, as physical living beings at least. И главное направление всех проблем в том... What's that? You continue. Yeah. So Prabhupada was trying to, or he saw the need to go back to, a natural economic system. То есть вот это и есть главная проблема. И Шрила Прабхупада видел выход в том, чтобы вернуть людей к естественной системе, к естественной жизни, Where everything lives in harmony with each other. в которой все живут в гармонии друг с другом. Instead of, raping everything. Вместо того, чтобы все манипулировать всем, использовать в своих целях, Raping and exploiting. насиловать природу и Varnashram эксплуатировать system ее. is exactly the opposite. И система Варнашрамы полностью противоположна этому. It's a system of nurturing everything Это система подпитывания всего. and seeing, the symbiosis between all living beings, material nature, and ultimately the personality that owns and controls the entire material nature. Это симбиоз всех живых существ с материальной природой под руководством в конечном итоге Верховного Господа, который всем владеет и всем руководит. Yeah, and the yajna is the process by which we link up with that supreme living being and get our necessities of life supplied to us. И яги — это метод или процесс, с помощью которого мы соединяемся с Всевышним и получаем все, что нам необходимо для жизни. Prabhupada used the example sometimes just like you get electricity. Шрила Прабхупада приводил такой пример, как, допустим, мы получаем электричество, And every month you have to pay your dues. и каждый месяц мы оплачиваем по счетам. So if you don't pay, they cut you off. И если мы не оплатим счет, то электричество нам отрежут. Yeah. So in the same way, yajna is the process of making payment. Таким же образом, яги — это способ оплаты. It's recognizing that everything is not mine. It belongs to the Supreme Lord. Это способ признать и подтвердить то, что все принадлежит не мне, а Верховному Господу. And when we give that recognition, He reciprocates by supplying what we need in order to live nicely. И когда мы соглашаемся с этим с помощью яги, он обеспечивает нам всем необходимым для хорошей жизни. Yeah. I remember when 1975, Prabhupada went to Hyderabad. Я помню, как в 1975 году Шрила Прабхупада поехал в Хайдарабад. I think it was either 73 or 75, but anyway,
they were having a massive drought. Drought means... Drought, no water. И это был то ли 73-й, то ли 75-й год, и там была огромная большая засуха. For months and months, no rain. Месяцами не было воды. Fill it up. Наберите, пожалуйста. And Prabhupada went there. They had a big pandal every night. So many thousands of people were coming. Шрила Прабхупада приехал туда, и преданные организовали большой пандал, в который каждый вечер приходили 1000 людей. And at the end of the pandal, it went on for about a week, I think. Это длилось все где-то неделю. Clouds came. И в конце недели после этих программ появились облака, And it started raining. тучи, и начался дождь. Prabhupada immediately called the news reporters. Шрила Прабхупада немедленно связался с журналистами You do this yajna, your rain will come. и сказал, если будете проводить ягью, будет дождь. Yeah, because material nature is not dumb. Потому что материальная энергия не является тупой. Yeah, it's part of what they call it, homogenized system. Anyway, it's linked directly with Krishna himself. Она непосредственно связана с самим Кришной. And when you do the yajna, you please Krishna, he reciprocates. И когда мы проводим ягью, мы удовлетворяем Кришну, и Он отвечает нам. Yeah, it wasn't by coincidence or by chance, Это не случайность, не что-то такое. but it was directly Krishna responding to the moments of that yajna. Это прямой ответ Кришне тем, кто провел ягью. In 1977, Prabhupada had been invited to go to Fiji to establish a temple there. В 1977 году Шрилу Прабхупаду пригласили на Фиджи, чтобы открыть там храм. He couldn't go because he was very, very sick. Он не смог поехать, потому что очень сильно болел. This was for the opening of the temple. Это было по случаю открытия храма. So Yashodanandan Swami, myself, and about half a dozen devotees from Australia, we went there to open the temple. И тогда, чтобы открыть этот храм, туда поехали Яшоданандан с вами, я и еще где-то 6 других преданных из Австралии. They also were having a big drought. И там тоже была большая засуха. Yeah, it was forbidden to use water for, watering your lawn or your plants, etc. They had very heavy restrictions. Из-за этого установили очень сильные ограничения на использование воды для разных целей, например, для полива растений. So we set up all the ingredients and paraphernalia for doing the installation of the deities. И мы организовали все необходимое, все ингредиенты для того, чтобы установить божеств. In Fiji, they have a deity of Kaliya Krishna. На Фиджи божество Калия Кришна. He's the main deity. Это главное божество храма. Krishna dancing on the multi-headed form of Kaliya. Кришна, танцующий на многоголовом Калии. So we set everything up, I think, two nights before the opening. И мы все организовали, установили уже за два вечера до открытия. And just late at night, when we finished getting everything set up, some drops of rain started coming. И прямо в этот же вечер, когда мы завершили подготовку только, начался небольшой дождик. Then the next day, there was the ceremonies for opening the eyes of the deities and so many others. На следующий день прошла церемония по открытию глаз божеств, а также по установлению. And just when we finished that, it really started raining quite heavily. И как только мы закончили, начался сильный ливень. But the devotees told us that it was only raining in the area where the temple was. Но преданные сказали нам, что дождь шел ровно по той территории, где находился храм. And then the next day was the big opening day. И на следующий день было большое открытие храма. And just after the
curtains opened and we saw the deities for the first time, all dressed nicely. И как только открылся алтарь, и мы увидели прекрасных божеств, красиво одетых, It started pouring with rain начался очень сильный for ливень, several hours. который длился несколько And часов. not just where the temple was, the whole half of the island. It was the first rain they'd had for many months. И не только на территории храма, но по всей этой части острова начался такой сильный дождь, дождя не было последние несколько месяцев. So when it started raining, Когда начался дождь, we knew this is Krishna, he's happy. мы знали, что Кришна счастлив. And people were even crying. И люди даже плакали. They were so happy. Они так счастливы были. So, that gave them a little faith. Now keep on chanting Hare Krishna, at least you'll get some rain. Это усилило их веру. И мы сказали им, теперь повторяйте Хари Кришна, и, по крайней мере, дождь у вас будет. Yeah, so this is not fantasy, it's not fairy tales. Это не фантазии, не сказки. This is the way that nature works. Это именно так работает природа. You do the jagya, Ты делаешь ягью, you recognize the supremacy of Lord, ты признаешь верховенство Господа, you recognize material nature as being the energy of the Lord, признаешь, что материальная энергия природы — это энергия Господа, you understand yourself as being a servant or a dependent of the Lord and his nature. а себя понимаешь как слугу и зависимого от Господа. And the end result is that you'll get all the necessities that you need for nice living. И в результате получаешь все необходимое для хорошей жизни. Yeah, but if you want to go the other route, industrialization and all this, especially production of stuff like plastics, etc., then you get the opposite result. Но если идти в обратном направлении, в сторону индустриализации, особенно производства пластика и всего такого, то мы получаем противоположный результат. Nowadays, scientists, they see there's less rain in some places, there's too much rain in other places. The whole thing is becoming completely chaotic. В наше время ученые заметили, что в мире возникает хаос. В некоторых местах нет дождя, в других местах избыток дождя. Yeah. So this is natural. Это естественно. Don't pay your electricity bill, you don't get the supply. Не оплачиваешь по счетам, не получаешь электричество. Don't look after the land and recognize and pay dues, do your jagya. Krishna will restrict. Не заботишься о земле, не проводишь ягью, не плачиваешь свой счет, Кришна ограничит. So if you want to have a Varnashram system, И поэтому, если мы хотим иметь систему Варнашрамы, it begins right there она начинается именно с этого, with the economy. с экономики. Yeah. All your necessities of life come through that system of reliance, human beings relying or interfacing with the earth through the cow and the bull. Все необходимое для жизни нужно получать от природы через посредство быка и коровы. And getting the right rainfall for crops to grow so you can eat. Получая дождь для того, чтобы были урожаи, которые дают нам пищу. Yeah, and worship Krishna. И поклонение Кришне. We were in Hyderabad actually in December of 76. В декабре 1976 года мы были в Хайдарабаде. And Prabhupada went there for 2 weeks. Шрила Прабхупада приехал туда на 2 недели. We had been given about 500, about 350 hectares of land. Нам дали примерно 350 гектаров земли. And Prabhupada was so keen, to get this farming project going that he stayed for 2 weeks. И Шрила Прабхупада так сильно хотел положить начало этому фермерскому проекту, что остался там на 2 недели. We'd been in Vrindavan for about 3 months. Мы были во Вриндаване до этого примерно 3 месяца. And then on the 1st of December, then we went to Delhi and then we flew down to Hyderabad.
Затем 1 декабря мы поехали в Дели, а затем полетели в Хайдарабад. So Jagadish Prabhu, he was Prabhupada's secretary at that time. В то время секретарем Шрилы Прабхупады был Джагадиша Прабху. So we got packed up, we put everything in the car И мы собрались, все уложили в машину, to drive to Delhi. чтобы ехать в Дели. And we were sitting in the car, Мы сели уже в машину, and then Prabhupada got in. и пришел Прабхупада. And as Prabhupada got in, he said, now we're going to start a new phase of this movement. Уже он, будучи в машине, он сказал, сейчас мы начнем новую фазу этого движения. Jagadish asked Prabhupada, what is that, Prabhupada? Джагадиша спросил Шрилу Прабхупаду, о чем вы говорите, Прабхупада? Prabhupada said, Varnashrama. Шрила Прабхупада ответил, Варнашрама. So when we got down there, after a couple of days in the city, we went out to stay on the farm. И затем мы прилетели в этот город и поехали на эту ферму. And all around there's small villages living. И вокруг было много маленьких деревень. So Prabhupada explained his plan. И Шрила Прабхупада объяснил свой план. So that ultimately we want to make people into devotees. Он сказал, в конечном счете мы хотим, чтобы люди стали преданными. So he told Mahamsa Swami, he was in charge there. Tejas Prabhu would come down with Prabhupada to help develop the cropping and the farming side of things. And Hansa Dutta was there with a busload of about 40 brahmacharis that were touring around South India. Теджес Прабху приехал со Шрилой Прабхупадой туда, чтобы помочь с земледелием. Хамсадута Прабху привез около 40 брамачари с собой, чтобы они начали работы. И за все отвечал Парамахамса с вами. Парамахамса с вами за все отвечал. So as soon as we arrived on the land, И как только мы прибыли на эту землю, Prabhupada called his leaders. Прабхупада собрал лидеров He said, I want you to make a pandal. и сказал, я хочу, чтобы вы организовали пандал. Every night we'll have kirtan. И каждый вечер у нас будет киртан. After kirtan, maybe we'll give a little talk, 5 minutes. После киртана мы будем что-то говорить, где-то 5 минут. And then we'll feed everybody sumptuous prasadam. И после этого будем всех кормить очень таким богатым, не богатым, а как питательным прасадом. So in this way, he said, gradually people will like it and they'll want to become devotees. И он сказал, со временем людям это очень понравится, они захотят стать преданными. Then he said, you can invite them to come and live on our land. И тогда вы можете пригласить их жить на нашей земле. They're already farmers. Они и так уже фермеры. Give them an acre of land. Дать им по акру земли. Build a nice cottage. Дать им акр земли, построить хороший дом. And build small groups of houses all around the land. И по всей земле построить такие домики. Yeah. Say like 10 or 12 houses. Например, по 10-12 домов. And have one small temple in each cluster of houses. Такими группками построить эти дома, например, 10-12 домов, и в центре этой группы домов один храм. Install the deity. С установленными божествами. Of course, in South India, they like to worship Balaji. Конечно же, в Южной Индии людям нравится поклоняться Баладжи. So not necessarily, Radha Krishna. Prabhupada said any deity of Vishnu they can install. Шрила Прабхупада сказал, не обязательно Рада Кришна, можно установить любое божество Вишну. And that's it. Every morning you get up early, you go to Mangalarti. И вот так, каждое утро Мангаларати. Then they go out, work the land. Затем выход на работу на земле. In the evening, again, come back together. Вечером снова вместе собираться. Chant Hare Krishna. Воспевать Хари Кришна. Everything is perfect. И полное совершенство. So a very, very simple program. Очень простая программа. But that was Prabhupada's idea of Varnashrama. Такова была идея Варнашрамы Шрилы Прабхупады. Yeah, so they tried it. И они попробовали. Unfortunately, due to mismanagement.
Но, к сожалению, из-за неправильного менеджмента things gradually fell apart. со временем все развалилось. Yeah, we won't go into that. Не будем вдаваться в подробности. Yeah, but that was, the essence of Varnashram. You have a proper economy, live simply, and do the yajna. Chant Hare Krishna, hear the Bhagavatam, finish. Это и есть суть Варнашрама. Простая жизнь, ягья, воспевание Хари Кришна. Живи просто и будь счастлив. And Шримад Бхагаватам. because that was mid-December 76. Это было середина декабря 1976 года. Mid-February 77, we were here back in Mayapur. И в середине февраля 1977 мы уже вернулись в Майпур. And then we had this long conversation with Prabhupada about introducing Varnashram. И вот тогда у нас случилась эта длинная беседа со Шилой Прабхупадой о, так сказать, развитии Варнашрамы. And Prabhupada made it clear he wanted that to be done in ISKCON. И Шила Прабхупада очень ясно дал понять, что он хотел сделать это в ИСККОН. Because we were thinking, well, if we're already Vaishnavas, then we don't need the Varnashram system. Поскольку мы думали, раз уж мы уже вайшнавы, нам не нужна Варнашрама. Prabhupada says that's all right, you may be. Шила Прабхупада сказала, это ничего страшного, вы, может, и вайшнавы, But the people in general are not. но остальные люди... So we want to demonstrate to them how to live according to Varnashram principles, and they'll become attracted, and then gradually they'll become part of it. Нет, не являются вайшнавами, поэтому мы хотим им продемонстрировать, как функционирует Варнашрама, каковы ее принципы, чтобы привлечь их таким образом, и со временем они тоже включатся, станут вайшнавами. Yeah. So that was his idea. Такова была его идея. Basic Varnashram system. Такая простая, фундаментальная, базовая система Варнашрамы. Because there's a lot more that can be said about the Varnas. Конечно же, можно еще много говорить о варнах. Generally, we say there are 4 main Varnas. Говорится, что есть 4 главные варны. Yeah, Brahmana, Kshatriya, Vaishya, and Shudra. Брахмана, Кшатрия, Вайшья и Шудра. But within that, also according to the Puranas, there are many subdivisions. There's different types of Kshatriyas, there's different types of Brahmanas, there's different types of Vaishyas, and the Shudras are all the same, basically. Но Пуран дают более подробное описание. Говорится, что в каждой из этих групп есть разновидности, есть разные виды браманов, разные виды кшатриев, разные виды вайшьев, а шудры все одинаковые. So we don't want to be simplistic. Мы не хотим все упростить. Yeah, there's just these 4. There's many subdivisions also. Что есть только эти 4 отделения. Нет, есть намного больше подразделений. But at the core of the whole thing is this relationship between Krishna, the land, and the people. Но суть всего — это отношение между Кришной, землей и людьми. And the cows and bulls. А также коровами и быками. Yeah. So I don't know exactly why you chose or asked me to speak about Varnashram today, if you're thinking about starting a Varnashram system. Я не знаю, почему именно вы сегодня попросили меня говорить о Варнашраме. Может быть, вы думаете о том, чтобы начать развивать систему Варнашрамы? But this is the essence of it. Но вот это и есть суть Варнашрамы. Now, if you can do it, Если вы сможете ее воплотить, that will be a great success. это будет большой успех. Prabhupada will be very pleased. Шила Прабхупада будет очень доволен. Because till now, although Prabhupada gave us the instruction and he said this is 50% of my work, we haven't done it. Потому что, хотя Шила Прабхупада и сказал, что это 50% моей работы, которую я не сделал, до сих пор мы не смогли ее воплотить. Yeah, we're still exploiting, the resources that Krishna is providing. Мы до сих пор эксплуатируем ресурсы, которые дает нам Кришна. Yeah, so
somewhere or another anyway, at some point, it's going to have to introduce it. Но так или иначе, в какой-то момент кому-то придется воплотить Варнашраму в жизнь. And it's not so hard work. И это не такая уж тяжелая работа. You see the farmers out there with their, still sometimes you see, with the bulls and the wooden plow. До сих пор мы видим иногда фермеров, вспахивающих землю с быком и плугом. I talked one time with one of our local devotees that came from a farming community background. Недавно на днях я говорил с одним преданным, который здесь живет. Он как бы жил раньше, вышел из фермерского, у него есть фермерское прошлое. So he was telling me it's not so hard work. И он сказал мне, это не такая уж тяжелая работа. A little bit you have to go out with the plows. Конечно, нужно прикладывать усилия You're not out there all day. с плугом, но мы знаем, как это делалось раньше. And actually in the whole of the year, probably only 4 or 5 months you have to work hard, either planting or, cropping. Но на самом деле из всего года где-то около 4-5 месяцев нужно только тяжело трудиться, высаживая семена там, или собирая урожай. But the rest of the time, practically speaking, you can do for other things. It's Но, not that you're on the land every day, но, for a full year. но остальное время практически можно заниматься чем-то другим. То есть нет необходимости весь год, буквально каждый день, быть на поле. Yeah, so anyway, natural system. Такая система естественная. А с коровами это просто, даже невообразимо. So from that point of view, I'm kind of sympathetic with devotees that don't want to in any way support that meat industry. И с этой точки зрения я понимаю преданных, которые не хотят поддерживать эту мясную промышленность. But I'm asking about the milk, because they say we are not drinking milk because the cow. Coming to that. Я к этому веду. Because at the same time, Krishna likes milk. Но в то же время Кришна любит молоко. If the milk is offered, even if it comes from, a horrible circumstance, if the milk is offered to Krishna with love and devotion, and he accepts it. И даже если молоко пришло из таких страшных мест, если оно предложено с любовью и преданностью, то Кришна принимает его. So there is an argument that if you take milk and offer it to Krishna, whatever cows that milk came from, that living being gets some benefit from, having some of its milk offered to the Lord. Поэтому есть такой аргумент, что если их молоко предлагается Кришне, а те живые существа, те коровы, которые дали это молоко, они получают благо от служения Кришне. Because the downside of that Но, конечно, недостаток этого is that milk is not actually milk. В том, что это молоко на самом деле не является молоком. Not in its natural state. Не является молоком в его естественном состоянии. It's pasteurized Оно пастеризовано, and then homogenized. потом... So when you homogenize milk, the milk breaks down, or is it altered? Homogenization. Потом оно химинизировано, и, в общем, это его неестественное, не натуральное состояние. So it's not real milk. Поэтому это не настоящее молоко. It's been manipulated. Оно видоизмененное. So I think for, it's kind of up to individual choice whether you want to, utilize that milk as a commodity. Поэтому это, я думаю, что это больше относится к личному выбору, хочет ли человек использовать такое молоко. Because the best thing is, as Prabhupada said, get some land, keep some cows yourself,
get the milk directly from the cow, then you have no problem. Offer that to Krishna, is very happy. Самое лучшее, как говорил Шрила Прабхупада, это взять землю, привести туда коров, ухаживать за ними, получать молоко и предлагать его Кришне. Тогда будет все замечательно. Nowadays, all the cows, by government law in the West at least, they have to be injected with so many different chemicals, hormones, what's the other one? Not hormones. В наше время на Западе, по крайней мере, все коровы по закону должны быть инициированы, должны получать инъекции разных химикатов, гормонов. So, the whole system from beginning to end is polluted. Поэтому вся система от начала до конца осквернена. And of course, they're manipulating hormones. That was what I was going to say. Hormones. Yeah, they feed the cows hormones of different kinds so that it artificially makes them grow quicker than normal. Они отдают коровам гормоны, которые неестественным образом делают их, увеличивают их тела. They grow bigger, fatter, Они становятся большими, жирными, and more quickly. быстрее. Yeah, and they do that with all the animals. И они делают это со всеми животными. Yeah. So the alternative, I think, is if you don't want to be part of that exploitation. И альтернативой этому, я думаю, если вы не хотите быть частью этой эксплуатации, The best thing is if you can get your own cows on our land. было бы самым лучшим приобрести своих коров на своей земле And give Krishna real milk. и давать Кришне настоящее молоко. Because if you're in a situation where you've got no land, there's nothing nearby, what can you do? If you don't have land. If you don't have land, still you want to offer milk to Krishna, what can you do? Но если у нас нет земли, и мы хотим все-таки предлагать молоко Кришне, что же нам делать? So I'm not saying don't offer milk to Krishna. Я не говорю, поэтому не предлагайте молоко Кришне. Yeah, because even that kind of pseudo milk, if it's offered with love and devotion, the Lord accepts that. Даже такое суррогатное молоко, если оно предлагается с любовью и преданностью, Господь принимает его. Yeah, it's like a tree. When you pick fruit or flowers from the tree, then that tree gets so much spiritual benefit from having its produce offered to the Lord. И подобно этому также деревья, когда мы собираем с них цветы, плоды, предлагаем их Кришне, получают огромное духовное благо. So there's an argument to be made on both sides. Поэтому есть и за, и против обеих точек зрения. Yeah, but the best thing is if it's all natural, you have your own cows, you're independent from the industrial complex. Но самое лучшее, конечно же, быть независимым от этой промышленности, предлагать все свое, естественное, самими выращенное и так далее. Yeah. Можем ли мы найти баланс между вот этой индустриализацией, то есть индустриальным подходом и подходом простой жизни? Можем ли мы найти баланс, потому что мы не можем отказаться от каких-то, не знаю, от средств связи, от металла или от того же пластика, который, в принципе, можно же тоже применять в служении. Can we find some balance between using this industrialization and using simple lifestyle also, because we cannot completely deny all the benefits of this industrialization, like we need metals, even the plastic also we can use in Krishna's service. Yeah. Yeah, Prabhupada, he said, Kali Yuga is an ocean of faults. Шрила Прабхупада говорил, Кали-юга — это океан недостатков. It's like a man, he goes to the doctor and he's got some itch, Как scratch. человек приходит к доктору и жалуется на то, что у него царапина. Yeah, but all over.
или у него какая-то зуд какой-то по всему телу. So you put a little ointment on to heal it. What good will it do? И если нанести какой-то крем, какую пользу это принесет? You have to dip him in the pot. Его необходимо опустить в what you mean? You have to dip him The whole body. Yes, you just dip him in the hot pot. Поскольку это все тело у него чешется, его нужно опустить в такое большое, в бочку. So that's Kali Yuga. There's just unlimited, pollution, faults. Поэтому Кали-юга такова, что бесконечное множество недостатков, осквернения, загрязнения. But despite that, you have to go on with your devotional service. Но несмотря на это, мы должны продолжать свое преданное служение. And ultimately, the key thing is that everything is done with love and affection for the Lord. И в конечном счете самое главное, чтобы все делалось с любовью и преданностью Господу. Yeah. Then even if there is some fault, Krishna will overlook it. И тогда, даже если будут какие-то недостатки, Кришна не обратит на них внимания. Yeah. So, veganism, okay, if you like that kind of stuff. Веганство, хорошо, если вам нравится. But the danger there is that then you'll become prejudiced against milk. Но в веганстве есть опасность, что человек поворачивается против молока, как бы. Yeah, just like I have two friends that came year before last here to Mayapur. Before? They came 2 years ago to Mayapur. Как приезжали два друга 2 года назад в Майпур. He's one of my old childhood friends. I've known him since we were 5 years old. Они были моими друзьями с детства, а с 5 лет мы друг друга знаем. So he came, he spent about a week and a half here. Они приехали сюда и провели здесь 1,5 недели. His wife is a vegan. Его жена веган, Yeah, so she wouldn't touch anything with milk in it. поэтому она не притрагивалась ни к чему молочному. So I tried to convince her that at least the milk from our farms is pure. И я попытался убедить ее, что, по крайней мере, молоко с наших ферм Or чисто, at least, the animals have not been butchered. и что здесь животных не убивают. So she accepted that. И она приняла это. But there are many so-called vegans now. They'll tell you milk is horrible. It's not meant for human beings. It's only meant for the calves of the mother, like this. So they're not just anti-meat. They're anti-milk. Но есть также другие веганы, в наше время их достаточно много, которые, они не против мяса, они против молока. Они говорят, что молоко само по себе не является продуктом для человека, оно предназначено только для телят. And it's difficult to convince them that Krishna likes milk and therefore it should be offered to him. И их очень трудно убедить в том, что Кришна любит молоко, и поэтому его нужно ему предлагать. So, you have to be careful Поэтому нужно быть осторожным, that you don't develop that prejudice against Krishna's favorite food. чтобы не развить такое отношение негативное к любимой еде Кришны. But at least it's better than being a meat eater, Но, по крайней мере, все равно это лучше, чем быть мясоедом. being a vegan. Веганом быть лучше, чем быть мясоедом. Even if they dislike milk, at least they're not butchering any, animals. Даже если они не любят молоко, а по крайней мере, они не убивают животных. So let's see how it goes. Давайте посмотрим, как все это будет развиваться. Yeah. Some people are becoming more aware. Некоторые люди больше уже информации имеют. They're developing a sense of, the horrible nature of the meat industry. Что природа мясной индустрии просто отвратительна. And that will give them a lot of benefit. И это поможет им, даст много блага. Vritta Tarsha Upagiyamana, that verse in the Bhagavatam,
who will not hear this message of the Srimad Bhagavatam except the meat eaters. Этот стих в Шримад Бхагаватам говорит, кто не станет слушать послание Шримад Бхагаватам, только все его будут слушать, только не мясоеды. So it's better to be a vegan than to be a meat eater. Поэтому веганом быть лучше, чем мясоедом. Yeah, but better than a vegan is a devotee, obviously. Но лучше вегана быть преданным. Yeah. Any other questions? Есть or еще comments? вопросы? Или комментарии? Как мы видим, в Майпуре строится в основном такой город, и никто не создает почему-то сфер. Может быть, есть прабху какая-то информация, может быть, какие-то здесь планируются фермы, что-то делать. As we see that Mayapur is becoming a city, not a farm. Yes. Maybe you have some information that someone is planning to organize any farms here. Who can say? The Mayapur project has become very complex. Проект Майпура стал достаточно сложным. Yeah. Even in 1976-77, Prabhupada was talking about having 50,000 people saying here. Уже в 76-77 году Шрила Прабхупада говорил, что здесь будет жить 50 тысяч человек. So I don't know whether 50,000 people can fit, but Mayapur isn't just ISKCON. It's, many miles of land around. Ну, я не знаю, поместится ли здесь 50 тысяч человек, но Майпур — это не только Искон, а много миль вокруг также. But even if you can, fit 50,000 people on the land, it's difficult to see how it could be utilized, according to that Varnashrama economy. Но даже если мы разместим здесь 50 тысяч человек, то трудно представить, как это будет сопоставляться с экономикой Варнашрамы. Yeah, how to feed so many people. Как разместить столько людей. Anyway, let's see. Давайте посмотрим. Увидим. All right, one last question. Последний вопрос. У меня не вопрос, у меня какой-то комментарий по поводу того, что вы говорили, что достаточно 4-5 месяцев работать, и остальное время нужно заниматься своими делами. Это актуально для такой теплой страны, как и в России. 4-5 месяцев, да, можно ухаживать, заниматься сельским хозяйством, ухаживать за коровой, кормить ее. Остальное время придется захаживать корма и каждый день ухаживать за коровами, за быками, то есть кормить, поить, убирать за ними. И не скажешь, что завтра и так решили, и поэтому быка или корову мы не будем вас кормить и убирать за вами. И придется работать каждый день. То есть это для России не актуально. Каждый день на сельской местности нужно работать каждый день. It's a comment about that you mentioned that someone said that it's enough to work 4 or 5 months and the rest of the time you may do something else. But Prabhu is saying maybe this is working in India like that, but in Russia it's not possible. Even if we work with the earth for 4 months, the rest of the time we still need to organize the food for the next months for the cows and bulls, and daily we need to feed them, we need to clean them. We can't tell them, oh, tomorrow is Ekadashi, so you will not get your food. So daily it's hard work, hard labor. Well, I don't mean that by saying there's 4 or 5 months of hard work that the rest of the time there's no work. Я не хотела сказать, что 4-5 месяцев такая тяжелая работа, а в остальное время никакой вообще работы. Things have to be maintained. Конечно, все нужно поддерживать. So there's always something to keep you busy. Конечно, всегда есть какие-то дела. But it's not all hard labor. Но это не 12 месяцев тяжелого труда. Just certain times of the year you have to really exert yourself. Просто несколько месяцев в году очень такой конкретно физически тяжелый очень труд. As you're saying, the rest of the time, you got to look after all the equipment and
and the family and so many things. А в остальное время, как вы сказали, нужно все это поддерживать, оборудование, животных и так далее. And according to local conditions, you have to adjust. И, конечно же, в соответствии с местом нужно будет подстраиваться. You know, I mean, there's certain places, if you live there for any amount of time, like Siberia or, you know, some place that's under snow most of the time, then you have obviously to make adjustments. Конечно же, например, если речь идет о Сибири, где больше частью идет снег, то там будет что-то по-другому, как-то подстраиваться нужно. There's not much that you can do when it's like minus 30 degrees or something. Например, если минус 30 за окном, то не так уж много можно сделать. So when the weather's good, you have to work hard and prepare. Поэтому, пока погода хорошая стоит, нужно тяжело трудиться, работать, готовиться к сезону, когда будет холодно и невозможно. When I first joined Prabhupada's party, Когда я только первый раз присоединился к группе Шрилы Прабхупады, late November 1975, в конце ноября 1975 года, Prabhupada, 75? 75. You first joined? No, when I joined Prabhupada's party, Когда я присоединился в конце ноября 1975 года к группе Шрилы Прабхупады, it was, you know, that's winter time in India. в то время была зима в Индии. But we were up on the roof. Prabhupada was sitting on a straw mat. I was giving him his massage. Это мы были на крыше, Шрила Прабхупада сидел на таком, на подстилке травяной, и я делала ему массаж. It was nice and sunny, warm. Было очень солнечно и тепло. Prabhupada said, "This is why the kings, the Yadus, made their headquarters in India." Шрила Прабхупада сказал, вот почему цари династии Яду сделали Индию своей штаб-квартирой. Yeah, even in winter time, you don't need a shirt. Что даже зимой не нужна рубашка. That's intelligence. Это называется разум. The non-Vedic population, they were driven out to Europe and other places. Но неведические народы вытеснялись в Европу и на другие территории. All right, we'll finish there. Thank you На all этом мы very much. закончим. Большое Шрила всем Прабхупада спасибо. ки джай. Шаури, прабху ки джай.